Здравствуйте, дорогие друзья, доброго времени суток, это Виктор Тартанов, и сегодня со мной Андрей Светозаров. Это человек, который работает на телеканале «Спас», вот, который уже давно занимается экспериментами со стереокино. Также он умеет и достаточно неплохо фотографировать. И были такие времена, когда у нас было много совместных проектов. Мы сейчас об этом расскажем. Итак, это Андрей Светозаров. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в Ростове-на-Дону. Это его родной город. Ты приехал навестить родственников, Да. друзей, да? Вот. И скажи, пожалуйста, сколько уже ты работаешь на телеканале «Спас»? Я уже работаю с 2018 года. В сентябре устроился в 2018 году и по сей день работаю. Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень много было тобой смонтировано программ, очень много снято. И я всегда, когда нуждаюсь в какой-то хорошей съемке, я всегда приглашаю Андрея. Но если вернемся назад, да, ты работал в Ростове-на-Дону в телерадиокомпании Дон ТР, да, государственной телерадиокомпании, где мы первый раз с Да. тобой встретились. И потом мне предложили там, значит, снять первый 3D-клип. Дорогие друзья, я вот слепой человек, как бы я понимаю, что такое 3D, да, но в то время, это было очень давно, пожалуй, в 13-м, наверное, году, Да, в да, 2013 году. когда тебе такое поступило предложение, я немножко был удивился, потому что как, кто будет смотреть и где. Ну вот уже прошло фактически 10 лет. Мы потом еще, значит, наш друг Игорь Дауров. Расскажи о нем немножко, кто он и что он. Я познакомился с Игорем в 2006 году, когда пришел на ростовскую киностудию. Наш общий знакомый меня туда привел. И я сказал, я хочу учиться, я хочу работать в кино. И так вот начал меня Игорь обучать ремеслу кинопроизводства. Подготовил меня, и потом меня взяли в штат. Мы ездили по Кавказу, везде снимали, по Ростовской области. И это дало мне такой трамплин, чтобы я смог попасть в Москву. И я на всех ростовских каналах, которые только есть, потом работал. И также я попал в Москву, потому что когда я пришел там на студию Горького в 2007 году и сказал, я на ростовской киностудии работаю, а там нас хорошо знали, или когда на Мосфильм, то это совсем другой разговор, потому что когда ты говоришь, что киношник с пленкой имел дело, это уровень совсем другой. И, конечно, эта база, она мне очень помогла в жизни, в творческом, техническом плане и вообще реализоваться. А что касается стерео, все началось, когда-то мы в 2007 году летом с Игорем шли, там, ну, мимо студии, там у нас есть магазинчик, и рядом со студией вот мы шли, и там человек продавал диск со стереофотографиями и анаграфные красно-синие очки. Там был Геленджик, Черноморье, ну там Сочи, по-моему, еще тоже, там на диске DVD. И мы взяли, купили. Думаю, дай-ка посмотрим, что там. Что это такое, да? Да. Не, мы понимали, но интересно было. И там тоже местный Кулибин из Геленджика снимал стереофотографии одним фотоаппаратом. То есть он сделал такую платформу, вставил фотоаппарат, разметки сделал. Он сначала один базис неподвижных объектов снимал, потом там на 45 сантиметров или 65 Это сантиметров. технические возможности, нам это не Да. очень интересно и понятно. Главное, что интерес к этому возник. И как-то так вот в тот момент, в нужное время, в нужном месте мы встретились, наверное, судьба. И Андрей предложил мне вместе с Игорем Дауром снять первый 3D-клип. У меня была такая песня «Есть ты моя мечта». Да. Вот. И, значит, был придуман сценарий. Мы провели съемки. Вот. Тоже приняли замечательные наши друзья там. Можете посмотреть, кто не смотрел. «Ты моя мечта», Виктор Тартанов. 3D клип можно написать, Да. или клип 3D, и как угодно. И он найдется в интернете. Вот. Потом Игорь отправил этот клип на какой-то конкурс. Этот клип выиграл какое-то, занял там место. Я уж точно не помню по тем временам. Но в Ростове мы думали, что это первый 3D клип. Так и было. Да. А потом уже, друзья, спустя время мы узнаем о том, что это был первый 3D клип вообще в Российской Федерации. Понимаете, как это интересно. Вот. И сегодня мы продолжаем сотрудничать, когда мы записали
там записывали какие-то интервью разными звездами, там Андрей тоже мне помогал, и с Симон Масяшвили, и с моделью, и певицей, и актрисой Анной Калашниковой и так далее. Не всегда он мне помогал там именно каким-то профессиональным съемкам, всегда был за кадром, но тем не менее он всегда умел поймать нужный ракурс даже с моего телефона. Поэтому, знаешь, я тебе очень благодарен за такую долгую нашу дружбу и за то, что мы, так сказать, идем по жизни вместе. Мы в Москве продолжаем дружить, да, приходим к друг другу на дни рождения и так далее, просто гуляем по Москве. Вот, и много фотографий Андрей тоже сделал для меня. Вот поэтому, если кто-то из вас интересуется стереокино, Андрей это тот человек, который, ну, знает все об этом, в тонкостях. Когда иногда он рассказывает, я поражаюсь, насколько. И наше 3D-кино, Андрей, вот я хочу, чтобы это прозвучало из твоих уст, что оно на самом деле имеет первоисточник такой, она гораздо круче того, что сделают там сегодня «Аватар» и другие фильмы. То есть у нас же на самом деле в СССР были уже давно кинотеатры, которые назывались стереокинотеатры, да? Да. Вот об этом подробно, если можно так несколько слов. Стереокино был такой ученый Иванов, и он в 30-х годах разработал безочковый метод просмотра. И в 1941 году, до начала Великой Отечественной войны, в Москве был показан фильм-концерт по безочковому методу просмотра. То есть был растровый экран, и люди смотрели на экран без очков, видели объемное изображение. Это до войны. И после войны, когда там был небольшой период, то после войны все восстановилось, и мы были лидерами. И, кстати, я вам скажу, Грэм Фергюсон, президент компании IMAX, он создал IMAX 3D благодаря нашим ученым. И, собственно, благодаря Виктору Комару. Когда в 70-м году он был на выставке в Осака, Грэм Фергюсон, и наши были там тоже ученые, был советский павильон, где показывались там кругорамные, панорамные, широкоформатные экраны, стереоскопические, растровые экраны. И Комар был главный, потому что он был директором НИКФИ того времени. И он щедро поделился с Грэмом Фергюсом всеми технологиями, дал возможность протестировать нашу отечественную стереокамеру. И IMAX стал стереоскопическим благодаря нам, нашим технологиям и нашим ученым. Ну, тогда было все просто, они, грубо говоря, содрали. Да. Содрали у нас идею и все. Но тот человек, который изобрел это кино, он так и не продал патент ни американцам, никому, Нет. да? То есть он у нас остался в России. Ну, я должен уточнить по поводу не просто кино. Комар придумал голографическое кино. Хотя сама голография была... Как это называется? Как явление. Да, явление было придумано британским ученым Деннисом Габбаром, венгерского происхождения, это в 1947 году. А параллельно и американцы начали там исследования в области голографии, и у нас. И в 60-х годах, благодаря, когда появились рубиновые лазеры, у нас активно началось развитие голографического кино. Ну, первое это была фотография, а потом решили, Комар предложил, давайте сделаем кинематограф. Это в 1973 году. Так это был такой прорыв вперед, Да. который мы сегодня даже с вами представляем. Да. И вот еще интересный момент, я узнал, что когда возили какие-то сокровища оружейной палаты Да, по да. стране, демонстрировали якобы там в каких-то вагончиках, да, что там лежат да. драгоценности и так далее, это уже тогда была, дорогие друзья, голограмма. Да. Люди Что ходили иное. в музей, думали, что можно потрогать изображение, висящееся в воздухе, да, реально. И в коробках лежат. То есть коробочка такая картона, там реально драгоценности. И даже такой был советский фильм документальный, как там кто-то тянется, Хотел украсть, да? и украсть, а там ничего нет. Это реально было. И я вам скажу, вы спросите, какое разрешение фотографии было. Если говорить современную цифровую терминологию, не 4К, как сейчас там говорят, 8К, а 230 тысяч К разрешающая способность голографической пластины. То есть это фантастика. фантастика. Для сегодняшнего дня это фантастика. Поэтому, друзья, вот Андрей вот в тонкостях владеет всеми знаниями для того, чтобы создать и стереокино, и стереоклип. Я могу гордиться тем, что для меня был сделан в России первый 3D-клип. Ну, он был, конечно, такой, скажем так, без наворотов, Да. без каких-то фишек, но тем не менее он был стерео. И он был 3D. И сегодня уже Андрей как бы имеет большой опыт в этом, и
этом очень хорошо разбирается. Он постоянно посещает все кино-фотовыставки, которые проходят в Москве, и его, так сказать, техническая составляющая, как человека интересующего, вот эта база знаний, она растет, растет, растет. И я, например, с удовольствием наблюдаю за твоим развитием. Скажи, пожалуйста, сегодня, например, мог бы ты, например, да, сделать нечто подобное, что делалось в СССР, скажем, допустим, голографическое фото? Мог бы ты сделать, если бы такая задача стояла? Да, и я не то что могу, я хочу и планирую. Значит, я сейчас пытаюсь выйти на серьезных бизнесменов, инвесторов. Сейчас абсолютно благодаря современным возможностям, технологиям можно сделать голографию цветную. То есть как и фото, так и кинопроизводство. В плане, если говорить бюджета, это абсолютно реальные деньги. И если государство еще будет заинтересовано, мы можем стать монополистами, лидеры в России в области голографического Да и во всем кино. мире, пожалуй. Да, во всем мире. Да. И мы это можем легко сделать. И если вас интересно в плане бизнеса, тот, кто имеет, допустим, 20 миллионов долларов, а хочет иметь 100, то эта технология ему принесет даже гораздо больше. И это абсолютно реально, это не пустые слова. И я тот человек, который из любого сделает второго Стив Джобса. Это так и есть, друзья, потому что если вы бы когда-нибудь увидели воочию 3D фотографию, то вы бы очень удивились. Допустим, не дай бог, допустим, сейчас не стало там Юры Шатунова, еще кого-то, да, а мы могли бы смотреть на фотографиях на них как на живых или на своих родственников. И в конце концов сегодня даже на своих детей. Это очень интересно, когда у вас в офисе на столе стоит живое изображение вашего ребенка или жены. Поэтому это очень-очень интересно и это очень перспективно. Ты знаешь, я хочу пожелать тебе обязательно, чтобы эти мечты, твои планы все осуществились. Вот. А сегодня в Ростове очень жаркая погода. Мы уже немножко отвыкли от нее. Вот. Я желаю тебе развиваться в дальнейшем, идти дальше, не стоять на месте. Я думаю, что рано или поздно обязательно найдутся те люди, которые тебя поддержат. Итак, это был Виктор Тартанов и Андрей Светозаров. Всем привет из Ростова-на-Дону. Всем желаем хорошего окончания лета, хорошего настроения и будьте здоровы. До свидания. До свидания.